Давай работай. Работает. Так, всем привет! Это канал Loud Sound, один из самых быстро растущих каналов на YouTube. Мы сейчас отстаем только от Смотры и от Антона Воротникова немножечко по темпу роста. У нас подписывается все больше людей. Фишка наша основная в том, что мы это делаем не для канала, не для видео, мы просто делаем то, что делаем, и снимаем это на видео. Без какой-либо подготовки, у нас всегда полная импровизация. Мы занимаемся автозвуком, и сегодня у нас обзор Нивы Урбан, который давно все просили. Хозяин приехал на шумку и уехал с музыкой. Короче, человек обратился к нам, чтобы поставить шумоизоляцию в Ниву, потому что в Ниве не очень хорошая шумоизоляция. Владельцы Нивы, наверное, понимают, о чем я говорю. На шумоизоляции дело не закончилось, хозяин захотел музыку, чуть-чуть, чтобы играла. Потом увидел, что мы можем чуть-чуть громче, чем чуть-чуть, и поставили чуть-чуть громче, чем громче. В общем, здесь у нас стоит трехполоска, громкая. Здесь стоит четырехканальник мощный, двухканальник на пищалке и моноблок с сабвуфером. Сабовое звено здесь умеренное, без фанатизма. И сейчас я вам подробнее расскажу про аудиосистему, ну, под хорошей сложившейся у нас недавно традиции. Хотя говорят, что мы отбираем хлеб у обзорщиков. Я не знаю, как можно отбирать хлеб у профессиональных автообзорщиков. Мы делаем обзоры автомобилей в рамках обзора аудиосистемы. И они такие короткие, не занимают много места. Просто очень часто нас спрашивают, расскажите про тот или иной автомобиль. Про этот автомобиль единственное, что и лично мне интересно, это чем Нива Урбан отличается от просто Нивы. Вот, сейчас мы посмотрим, Тигран показывает, по-моему, у нее другие бампера, да? У нее вот здесь кожа, натуральнейшая, самая в мире дермантиновая кожа. И в салоне получше, да? Это у то нее... же самое. Ну почему? Вот эти двери, я помню, как на копейке были, У меня на Ниве такая просто ровные, да? Здесь была ручка, здесь вот этот батон, как на классике, на обычной. Ну, по сути, это и есть у нас классика обычная. Так, здесь у нас другой руль. Здесь у нас все эти кнопки, переключатели, ключи вот слева, как обычно в классике. Тут у нас ничего не поменялось. Руками тросики. Включить свет и выключить. Один раз габариты, два раза фары. Вообще, все гениальное просто. Так, и 195 Alpine. Что-то желтым Тигран его сделал. Под цвет кнопок. Под цвет кнопок. Слушай, ну подходит. Подогрев сидений есть. Это заднее стекло, да? Да. Это противотуманки задние. Это задний дворник, да? Не буду нажимать. И что это? Вентилятор печки. А еще самая крутая кнопка не прикуриватель, посмотрим. Зима? Кондиционер. А, я думал, это зимний режим коробки. А вон еще кондиционер. А она не светится, посмотри. слышишь? Нет, она не светится. Вот еще кондиционер. Чтобы включить кондиционер, надо нажать нижнюю кнопку, потом эту покрутить. А потом вентилятор печки включить, чтобы это все заработало. Ну круто. Это новая машина. 1800. 1840. Еще даже обкатку не прошла машина. Русскую машину сколько надо? 150 где-то тысяч, да, обкатывать? Игран пищалку еще не поставил. Настраиваем, говорим. Ну, настроим без пищалки. Мне вообще похуй. Я могу вообще вообще без акустики. Без единого динамика я могу все настроить. Сигналка с автозапуском. Крутая тачка, я не знаю. Может, на этом даже ее обзор уже стоит заканчивать. Это Нива. Это полноприводный недорогой автомобиль, новый. Сколько он новый стоит сейчас? 550 тысяч можете купить новую машину. Это дешевле, чем Лада Веста. Я бы выбрал, если честно, Ниву. Ты бы купил, что купить, Тигран? Ладу Весту или Ниву? Приору. Это как это у дагестанца спросили, если бы у тебя была машина времени, что бы ты сделал? Он говорит, затонировал бы и занизил. Тигран также, что бы ты купил, Лада Весту или Ниву? Приору. Приложу эту фигню, когда горилла идет, знаешь, такой, блядь, ключи от Приора забыл. Видел этот прикол? Нет. Я приложу, посмотришь.
на самом деле, если без троллинга, гордость берет за хоть в чем-то за российский автопром. Это машина, которая уже много лет на рынке. И она вот со своими функциями справляется лучше, чем, мне кажется, остальные седаны, хэтчбеки. То есть она сделана для бездорожья и эту функцию выполняет отлично. И примечательно то, что владельцы вот таких автомобилей зачастую имеют там второй, третий автомобиль гораздо большей стоимости. Один мой знакомый продал FX37 Infiniti, после него купил Ниву. А владелец этого автомобиля, у него есть еще Камара 6,2 литра. И вот для бездорожья он купил эту тачку. Почему? Наверное, ответ очень простой. Это машина недорогая, простая в обслуживании. И которая может забраться очень далеко по бездорожью. Понятно, что есть джипы лучше, но мне кажется, в этой цене, в таком компактном размере, такую простую в обслуживании вы больше не найдете. И кроме того, вы можете быть уверены, что вы не застрянете нигде-нибудь на бездорожье, не будете ограничены в перемещениями какими-то бордюрами, кочками или возвышенностями. Эта машина является, по сути, неплохим джипом. Поехали, трехполоска. У нас мидбас середина, это Момо 817 миды, как у меня в бэхе вот стояли, мне очень нравятся, как мидбас отличные. И NM6 4-омные. Их усиливает Kicks Tornado, новинка, 175.4 он называется. По сути это Ганнибал 180.4. Ну, там отличия минимальные, у него на фильтрах написано, что до 5 кГц вместо 8, а против альфардовского, я не знаю, может это просто надписи, мы не проверяли еще, но по-моему это тот же самый усилок, корейский, все хороший и недорогой относительно для такого мощного АБ класса. Самое интересное у нас начинается вот здесь, моноблок DLS у нас остался вместе с сабвуфером GL Audio с предыдущей аудиосистемы владельца. И это как бы топ тех времен был. Вот покажи, уставший достаточно такой короб уже, САП испачканный. W6 GL-ка. АЦВ 2 по 80 у нас висит на пищалке. И четырехканальник, который я уже сказал, 175.4 на мидбасы с серединами. Здесь у нас аккуратно все Тигран сделал. Зачем снял? Ну просто вот так вот сделать. Все очень крепко закреплено. И если закрыть, мы ничего не видим. Закрывается все очень просто. Супер. Закрывается лучше, чем... Ну, кстати, это опасность. Посмотри. Вот здесь можно закрывать и уебать по костяшкам себе. Я не могу ее закрыть. Сильнее. Еще сильнее? Нет, Тигран, там банан какой-то. Давай ты попробуй. Я боюсь так сильно. Вот она, блядь. Вот она, русская машина. Ну это нормально. Мне непривычно. Но двери тут закрываются не намного лучше. О. Регулировать, да, надо? Конечно. Это Нива. Так, тут у нас батон. Накладной подиум. Ярик Incorporated. Все через Тиграна, да? Я делал это. Ты это делал? Ярик сделал, запорол, я переделал. В натуре красавчик. Так, сетки рокфордовские, но Dynamic State наши новые. Вот так вот, не знаю, мне нравится, прикольно. У нас так не было, по-моему, ни разу, все вертикально, да? Потому что здесь по-другому не вариант. Если ну как не вариант, можно сюда, карман делать. Так, посмотри. пороги, шмороги. Ну мало, да, места нету. Ну я понял, да, почему так сделано. Металл. Бля, я ручку открыл, она осталась. Слышь, вот все-таки, может, Весту тогда лучше? А? Ну интересно, Весту надо. Так, обратите внимание, у нас, подтверждаю информацию, что в новых 195-х порядки улучшены. Вот у нас 24 децибела на октаву. Это значит, что можно на этой частоте круто срезать пищалку, и у вас меньше риска ее спалить. Не самое удобное меню, на старых Альпах было лучше, и даже на Пионере чем-то лучше. Ну, в принципе, нормально привыкаешь. Регулируемая подсветка, музыка у нас уже есть. Сейчас мы ее настроим, выгоним на улицу и включим, да? Через наш волшебный микрофон, вон он там лежит за фантиками. Тест-драйв Нивы Урбан. Тигран едет, говорит быстрее, чем Приора. Сидеть удобней.
Даже быстрее, я бы сказал, чем Evolution немного, да? Вообще, смотри, газ полностью наша. А я тебя уверяю, что на некоторых типах дорог она очень сильно уделает Evolution. Прям вообще очень сильно. Смотри, Опа, черная да, кошка. да, да. А она по-любому теперь не перейдет дорогу, да? Она же посередине. Бля, да, конечно, важно. Ага. К сожалению, соседи Тигряна. Я. Тигрян. А прикинь, у тебя фамилия была бы Тигрян. 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 К сожалению, соседи Тиграна послали нас нахуй, и поэтому мы поехали куда-нибудь в другое место повалить музыку. Он поехал дворами, потому что у нас нет техпаспорта. Если нас остановят сейчас гаишники. Что? Так давай я сяду за руль. А давай сейчас поедем на Ашхабадский и включим музла, да? Ну я туда и еду. Вот они, ростовские частные сектора. Можно здесь снимать репортаж, как недавно в Украине снимали, как покупают наркотики в России и в Украине. Видел, нет? Типа в России все такие, да, хотим наркотики купить. И такой пейзаж там, короче, ну такая чистая Россия, развалины, дома там, ну, разрисованный хлам. И в России все покупают наркотики, а в Украине все такие честные, не покупают. Шари, красавчик, разложил. Оказывается, это в Днепропетровске, или как этот город. Короче, в Украине снимали, типа Россия. И вот эти все пейзажи ушатанные. Ну, неужели так можно низко падать? Я к чему это? Я не к тому, что в Украине СМИ обманывают. Нет, в Украине СМИ одни из самых честных в мире. Я к тому, что наркотики купить негде. Тигран у нас. Нет. Негде. Ах, нихуя она прет, ебать! Кстати, она валит. До 30 км в час ускорились. Вот да. Evolution здесь бы ускорился, и в первой кочке бы остался бампером торчать. Слушай, а до сих пор люди все думают, что у меня есть Evolution и Нива. У Тиграна нет Evolution. И нет Нивы. И нет. И это не моя была Нива. Кстати, то все у нас в обзор или не обзор? Очень тихо ехать, это вообще жесть. Для Нивы Кстати, да, на самом деле. заметил, вообще сидим, нет общаемся. Ну, в полголоса, все друг друга слышно. Я думаю, на трассе будет совершенно другая ситуация. К сожалению, это нивовские привода здесь. всего. Ну, кстати, мы километров 60 ехали на ней, нормально было. Да? Тихо. Ты разогнал ее до 60? Да. А больше страшно? Нет, больше невозможно. Лайкуют уже. Хватит, типа. Так, ну и подытожим. В первый раз я настраивал новый торнадо усилитель от Kicks. Мне он, честно скажу, не понравился. Кишки там и по качеству звука там, скорее всего, должно быть тот же самый Ганнибал. Меня смутили фильтра, которые чуть хуже, и смутили настройки. То есть там у нас при включенном HPF фильтре мы настраиваем нормально HPF. При включенном бандпассе, когда мы должны настраивать оба фильтра, у нас почему-то HPF назван сабсоником, и работает он как сабсоник, он режет только до 100 Гц. Срезать полноценно мидбас в этом случае у вас не получится, это надо делать с магнитофона. В общем, там сделано чуть-чуть по-другому, и это не в лучшую сторону. Это первый взгляд, может там что-то другое увижу в итоге. Но вот сейчас то, что увидели в этом усилителе, что-то они там напоролись с фильтрами, мне это не очень понравилось. И изменение в Alpine в 195-м действительно подтвердилось сегодня, вы это увидели на видео, я это увидел, потому что писали на много людей, что они изменили порядок фильтров.
Сейчас мы действительно увидели, что это 24 децибела на октаву, это 4-й порядок, и это круто. Сейчас он не уступает, по крайней мере, по названиям фильтров Пионеру, это можно тестировать, действительно ли там 4-й порядок. На слух действительно пищалка режется лучше. И поэтому мы получаем сейчас устройство дешевле Пионера, по функционалу ему не уступающее. По звуку мы лоб в лоб не сравнивали, я не могу сейчас об этом ничего сказать. Но вот этот вот маленький минус алпайновский, по которому он отставал от Пионера, они его устранили. И это круто, учитывая его стоимость на 5-7 тысяч дешевле, чем Пионер. По самой аудиосистеме у нас получилось неплохо, мне понравилось. Нас подвело бэушное железо, вот, с которым приехал хозяин. Сабвуфер мы прозвонили, он целый. Моноблок, к сожалению, не работает. Поэтому прослушку вы слышали без баса. Ну, сделайте скидку на то, что не так много в аудиоряде будет низких частот. Ну, как бы внутри, то, что касается фронта, играет громко, качественно, ну, очень чисто, мне понравилось. Можно донастраивать, куда улучшаться, но вот для аудиосистемы вот этого уровня громкое качество. Система зачетная, и про Ниву я сказал тоже. С одной стороны есть что троллить, там что-то плохо закрывается, хорошо закрывает, ну, там есть косяки, но это машина новая за 500 тысяч, на которой можно заехать в самую жопу. Оттуда, конечно, вас придется все равно трактор вызывать, чтобы вытащил, но заехать вы туда точно сможете. Так, для связи с нами у нас есть страница ВКонтакте, на которой вы можете по заказам проконсультироваться. Там же вы можете узнать о новостях последних наших, не только о видео. Видео — это канал YouTube, там подписывайтесь. Что касается установок, это можете писать Тиграну ВКонтакте. Его контакт находится у меня в братьях, зовут его Тигран. Кому интересно, как процессы работ проходят, Тигран все выкладывает в свой инстаграм, подпишитесь на его инстаграм, он называется Loud Sound LS. Вот он, вот здесь написан. Также есть у меня инстаграм, все ссылки под каждым видео есть. Это второй канал, YouTube, Drive коммерческая страница, куча ссылок. Смотрите, переходите, кому интересна наша деятельность. Я повторюсь, мы сейчас один из самых быстро растущих каналов на YouTube. И учитывая узкую специализацию, это очень круто, потому что легко накидать себе подписчиков, занимаясь там компиляцией аварий или там делая какие-то общие вещи, да, но у нас узкая специализация, и подписывается очень много народа, очень активно комментирует и очень активные просмотры, меня это очень радует. Соотношение просмотров видео к количеству подписчиков у нас сейчас одно из самых высоких. Для примеров, некоторые каналы по 500 000 подписчиков, их видео смотрят за неделю порядка 10-20 тысяч человек. Наши видео смело выстреливают в 50-70, это говорит о том, что то, что мы делаем, это круто. И то, что мы делаем, и как мы это снимаем, как мы это доносим до вас. Мы стараемся все учесть, то есть чтобы это было и качественная музыка, и качественная инсталляция, и качественное видео, и подача материала. Вот за этим мы следим, поэтому поддерживайте канал, подпишитесь на него, обязательно участвуйте в комментариях. Короче, опять что-то рекламы, да, много? Короче, поехали бухать в теме. Сам не слезет, Не, что она ли? не. А? Так научи ее, чтобы она слазила. Она тупая, она не слазит. Ее басом перебила, походу. Ты заметил, каждый раз, когда музычку слушаем, она выходит послушать. И что, она вообще никак не спустится теперь? Это боевик прям, экшен, смотри. Она тебе показывает, что тебе сделать, понял? Мы наблюдаем за противостоянием Тиграна против кошки. Что, ты поймаешь ее? Палку надо. Палка есть? А? Смотри, я отвлекаю, давай. Сейчас четко сделай. Оп, поймал. Она туда залазит, ее снять может только Тигран. Сама она очкует. Что, кусается еще? Вот смотрите. Чем его перебить? Так он зато лучше малярным скотчем. Ну лучше держится, чем ты его на термоклей посадил. Отпало за неделю. Вот микрофон.